Германия настолько строгая страна, что в ней даже собаки платят налоги и сдают экзамены. А наши украинские беженцы, наивные люди, едут сюда с собачками, с кошечками и не знают, какие проблемы их здесь ожидают. В этом видео мы вам подробно расскажем о том, как избежать всяких проблем с домашними животными, приезжая в Германию. Вы в настоящем моменте. Нас зовут Виталий и Лада. Сейчас мы находимся в городе Тюбинген. Мы здесь проездом. Мы едем на большой карнавал, который проходит в городе Ротвайль. Этот карнавал проходит каждый год перед Великим постом. Я думаю, это будет очень интересно. Zum Bahnhof, Bahnhof, ich gehe zum Bahnhof. Okay. Ich warte 2 Minuten. Entschuldigung, hey, wie heißt du? Entschuldigung, hey, woher kommst du? Deutschland Bier ist besser. Okay. Deutschland Bier ist besser. Okay. Deutschland Bier ist besser. Okay. Wartest du 2 Minuten? Aha. Deutschland Auto ist besser. Aha, aha. Deutschland Auto ist besser. 30. Entschuldigung, hey, wie heißt du? Guck mal hier, Entschuldigung, hey, woher kommst du? 30, Entschuldigung, hey, wie heißt du? Guck mal hier, Entschuldigung, 10 Jahre, 10 Jahre, 10 Jahre, ich bin hier, 10 Jahre, 10 Jahre, ich bin hier, aha, 10 Jahre, ich bin hier, aha, aber ich habe keinen Ausweis. Мы прибыли в город Ротвайль, самый древний город Баден-Вюртемберга. И мы приехали сюда ради фестиваля, точнее ради карнавала. Вот, кстати, 2 мужчин в прикольных шапочках. Они, видимо, тоже идут на карнавал. Мы приехали прямо под самое выступление. До шествия осталось буквально 15 минут, поэтому нам с Ладой нужно быстро бежать сейчас. Минут 15 вверх в горку. Вот Подождю. Сейчас Подождю. дождь, но зонтики достали. Сейчас будем как-то добираться. Причем я узнавал, фестиваль, точнее карнавал, не отменяют из-за дождя. Никогда. Это древний карнавал, он проходит в любую погоду, даже если камни с неба падают. Мы знали о том, что здесь будет плохая погода, но у нас не было выбора, мы должны были ехать. Сегодня последний день этого карнавала. И кроме карнавала еще Ротвайль – это родина породы собак, которую вы все хорошо знаете. У нас это обычно звучит как ротвейлер. По-настоящему нужно говорить ротвайлер. В общем, сегодня вы сможете увидеть настоящую Германию с ее настоящей погодой и с отважными людьми, которые в такую погоду устраивают еще какие-то мероприятия. У меня зонтик выворачивается. Смотрите, какой снег, Валь. Только что был гром, а теперь пошел снег. Полная жизнь, смотри. Вообще. Вот это да. Вот это погодка. А вот и первый карнавальщик. Мы точно идем туда? Туда, да. Ой. Замерзший ангел называется. Слушайте, ну я ожидал, что будет холодно и дождь. Но что снег и ветер, никак не ожидал. На часах 14:06. Шествие должно начаться ровно в 14, но пока не началось. Не пунктуально, опаздывают немцы. Виталик, на меня напали. Кто? Чудовища в масках. Уже? Карнавал еще не начался, на тебя уже напали, да? Карнавал уже двигается. Оттуда сверху, Лада. Мы просто не дошли до начала.
Сейчас я подниму камеру выше, и мы увидим. Похоже на обычный парад, только красочный. Еще не хватало объявлять просто краснознаменная, трижды орденоносная бригада. Хорошо, что это не военное шествие, я бы не пошел. Мы решили пройти немножко ниже, чтобы не было скучно смотреть. Вот весь путь. Вот они там среди людей идут с плетками. Идут достаточно медленно. Мы их обгоняем. О, как они. И здесь всякие ряженые стоят. Пританцовывают. Посмотрим немножко на Ротвейл. Друзья, фестиваль это прекрасно, весело. У нас с Ладой поднялось настроение. Я думаю, вам это тоже передастся. Такая атмосфера, несмотря на погоду. Попадаешь в детство просто. У тебя уже настроение, как у ребенка. Класс. Кстати, и погода тоже улучшилась. Сейчас уже не идет снег, по крайней мере. Не капает дождь. Мы немножко отошли в сторону от фестиваля для того, чтобы рассказать вам про правила содержания собак в Германии. Сейчас сосредоточимся пока на собаках, потому что это важно, это самый близкий друг человека, так сказать, собака. Еще коты, конечно, но про них позже. Так вот, в Германии не все породы собак можно держать. Есть запрещенные породы, их немного. Например, питбуль-терьер. Сейчас пройдут люди с бубенчиками. Они когда идут, от них шум такой создается. Американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер и просто бультерьер. Эти собаки считаются бойцовскими породами. Они опасны, могут покусать. Их категорически нельзя здесь держать и нельзя увозить из других стран. Только транзитом, и то вы должны доказывать, что вы едете транзитом. Если вас остановят на дороге полицейские, а в машине будет какая-нибудь из этих пород собак, то могут оштрафовать, если вы не докажете, что вы проездом. Например, в Баден-Вюртемберг еще, кроме этих перечисленных пород, запрещены метисы, всякие смеси с этими породами. Если в паспорте собаки написано, что это не чистый питбуль-терьер, а какая-то смесь, он тоже запрещен. Если вы вдруг заехали с такой породой собак как-то в Германию, во-первых, ждите штрафы, во-вторых, ждите жестких действий. По отношению к собаке ее заберут в приемник, и вы будете платить за ее пребывание. В общем, сразу скажу хозяевам этих бойцовских пород, даже не суйтесь с этими собаками в Германию. Кстати, эти с хлыстами на меня напали. Вот эти? Да, Вот негодяи. они веселые ребята. Мы с тобой не пояснили, к чему этот карнавал вообще происходит. Завтра здесь, в Германии, начинается пост. Да, Великий строгий пост, и православный начинается с 23-го, а католический с 18-го. То есть сегодня 17-е, последний день перед постом. И это наподобие нашей масленицы. Лови, лови. Данкешон. Ладе конфетку кинул и не поймала. Сейчас попробуем конфетку. Говорят, что это приносит удачу. Теперь нас ждет удача.
Я теперь поняла, почему дети должны стоять в первом ряду, потому что им дают конфетки. А я там стала, понимаешь ли, понимаешь? Еще есть такие породы собак, которые не считаются опасными, но они считаются подозрительными. Вот когда мы говорили, что собаки должны сдавать экзамены на лояльность людям, то это именно про такие породы собак. Для таких собак придуманы экзамены в Германии, представьте, да? Их проверяют на лояльность людям, ну то есть их поведение. И их испытывают при помощи всяких тестов, например, реакция на велосипедистов, да? Реакция на громкие звуки, хлопки, на быстрое движение рядом и реакция на детей, например. Да? И если собака даже зарычит, то считается, что собака не прошла экзамен и ей предписывают ходить с намордником. Вот так в Германии. Представьте, вы приехали. Германия очень безопасна, я думаю. Нам безопасно, тем, кто не держит собак, а тем, кто держит собак, для тех много очень мороки. Мы уже вам в самом начале видео сказали, что в Германии есть налог, собаки платят налог. В среднем налог от 100 до 160 евро в год за собаку. Причем независимо от размера. Например, в Штутгарте средний налог на собаку 144 евро в год. Это как бы ни много и ни мало, но все-таки деньги жрет. Учитывая то, что собаки еще и хорошо кушают, то, собственно говоря, содержать собаку не дешево. Но на подозрительную собаку, на крупную собаку, которую нужно водить в наморднике, на такую собаку может быть уже налог 600, а то и 900 евро в год. Так что нужно задуматься над тем, заводить ли собаку в Германии или нет. Причем чихуахуа, вот это, знаете, которая маленькая, она как бы выглядит как котенок, да, безобидная, но тем не менее на нее тоже есть налог. А на котов налога нету. Вот. Вот они, черные ворота. Отсюда начинается шествие дураков. Отсюда дураки выпрыгивают, начинают раздавать конфеты и всякое такое. Мы сюда пришли только под конец. Раньше не могли добраться. К сожалению, дальше мы не можем пока пройти. Здесь заграждено. И там формируются ряды шествующих. Поэтому стоят стражники. Мы идти не можем. Они бесконечные, они идут и идут. Идут, их там еще много, да. Что нужно при ввозе собаки в Евросоюз? Во-первых, у животного должен быть чип. И должна быть сделана прививка от бешенства, причем не позднее 21 дня до въезда в Евросоюз. Ну и титры антител. Это тест на всякие антитела, на бешенство, на все прочее. В общем, эти три обязательно нужно. Но хочу предупредить людей, что заезжая в Польшу, например, из Украины, или же в Румынию, или в Венгрию, они претензий к породам собак не будут предъявлять. И вы можете сесть в машину и поехать в Германию. На границе с Германией вас вообще не остановят. Такое, может быть, останавливают не всех. Но вы потом приедете, например, в какой-то город, вы будете обязаны зарегистрировать своего пса в Ратхаусе. Обязательно. И когда вы пойдете регистрировать и выяснится, что у вас порода запрещенная, то здесь уже вас и ждут неприятности.
Сейчас я конкретно обращаюсь к украинцам, которые собираются ехать в Германию. Вы должны знать, что 90% лагерей для беженцев тоже не принимают животных. Вообще никаких, 90%. Но есть такие лагеря, которые могут взять человека с маленькой собачкой, либо же с котиком. Но нужно узнавать в конкретном лагере их конкретные требования. Законодательство Германии очень строго относится к содержанию собак. У хозяев собак тоже есть экзамены, которые они сдают, когда заводят собаку. В некоторых землях, когда первую собаку заводят, сдают один раз экзамены, а в других землях вообще каждый раз, когда появляется новая собака, сдают экзамены на знание того, в чем нуждается пес. Woof! 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 Например, предписывается выгуливать собаку 2 раза в день, не менее часа по времени. То есть 2 раза по полчаса это минимум. Если, например, вы часто отсутствуете дома подолгу и ваша собака воет, то соседи могут пожаловаться, и это будет расценено как жестокое обращение с собакой. По сути дела, прежде чем завести собаку в Германии, нужно сильно подумать, но я сейчас говорю для украинцев, вы должны понимать, почему лагеря не хотят принимать людей с домашними животными, потому что Не хотят ответственности. они не хотят отвечать за ваше, скажем так, обращение с животными. Оно может быть расценено не очень хорошим. Скажем, в лагерях нету достаточно условий для выгула, там, содержания, а вдруг они у вас там выть будут. И редко бывает так, чтобы в лагерях были отдельные номера. Часто это бывает вообще вот как бы ширмочки в спортзале, через которые все очень хорошо слышно, и тогда собака, скулящая, воющая, скребущаяся, будет мешать людям спать. И тем не менее, с нами в лагере была одна женщина с такой небольшой собачкой, ее пустили, то есть взяли на себя, наверное, ответственность. В общем-то, это большая проблема. Люди не собирались никуда уезжать и годами уже живут со своими питомцами дома. Это уже как члены семьи, люди привыкли, без них никак. И тут война заставляет людей бежать. И Ну, это как бросить ребенка да. или там любимого человека. Это приблизительно так, если люди любят животное свое. Я понимаю их. Это большая Конечно. трагедия, конечно. Законы законами, конечно, штрафы могут быть до 50 тысяч евро. Но несмотря на это, мы видим в подземных переходах нищие сидят с собаками, просят милостыню. И как бы... И собака для привлечения клиента, так сказать. Дайте денег на кормление. И я думаю, они не платят штрафы. Я думаю, что, наверное, все-таки с этим не так уж и Строго, да. строго, я не знаю. Вот ты думаешь, Конечно. они платят они налоги? Я думаю, вряд ли нищие не По платят 150 налоги. евро в год. Конечно. Нет. То есть у них есть собаки, за них они не платят. Вряд ли они сдавали экзамены на подозрительность. Кстати, та собака, которую мы видели сегодня в подземном переходе в Тюбингене, мы к ней подошли, и она на нас залаяла. Она точно подозрительная. Если бы мы еще дольше постояли, она бы могла нас цапнуть. Собака не сдала экзамен на лояльность людям, получается. И она без намордника. Двоечница. Мы сейчас отошли от центра Ротвайля и идем в сторону вот этой вот высокой-высокой башни. Это Тест-Турм, башня, в которой тестируют лифты. И мы узнали, что на эту башню можно подняться. За деньги, правда, но можно подняться. Поэтому сейчас мы хотим осуществить пробу. Оттуда должен открываться прекраснейший вид на весь Ротвайль и окрестности. А он находится между двумя горными грядами, между Швабскими Альпами и Шварцвальдом. А эта башня высоченная, вон она. Нам показалась она рядом. Мы думали, что мы легко к ней дойдем, если будем идти прямо на нее. Но не тут-то было. На пути у нас железная дорога и река. Здесь еще какой-то водопад есть. Ну, это просто дождевая вода стекает.
Зачем немцы берут налог на дождь, знаешь? Для того, чтобы содержать вот такую сточную канализацию. В народе прозвали как налог на дождь. Ух ты, красиво отсюда, смотри. А на самом деле это налог на содержание канализации. И он берется с участков, покрытых асфальтом, и всяких участков, которые не впитывают воду на твоем личном участке. Например, у тебя частный дом. Если у тебя есть не впитывающие участки, то с них берется налог. Сегодняшнее наше видео про собак, и мы нашли в городе Ротвайль памятник собаке, которая называется Ротвайлер. Кстати, жители города Ротвайль тоже называют Ротвайлер, поэтому надо уточнять, про кого речь, про собаку или про людей. Расскажу историю о том, как попали эти собаки сюда, в Германию. Они были приведены из Римской империи. Еще тогда, когда первые римляне сюда пришли, это было 2000 лет назад, в первом веке нашей эры. Ротвайль переводится как «красная вилла». Римляне здесь когда-то построили красную виллу, и в раскопках здесь нашли баню римскую с красной плиткой. Поэтому так и назвали это место, хотя у римлян оно называлось по-другому. Так вот, когда римляне сюда приходили, они гнали с собой стада коров. Они вот таких собак держали наподобие этих, которые охраняли эти стада, чтобы стада шли целенаправленно. Вот. А потом эти собаки скрестились с местными собаками, и вышли вот такие ротвейлеры. Красавчики. Красавчики, да, которые были достаточно мощными, чтобы коров и быков загонять в стойла, в стада. Надеюсь, эти собаки тут разрешены. Разрешены, да, кстати, но, по-моему, их тоже проверяют на лояльность людям, и если они злые, то намордники на них одевают. Пожизненно. Потому что реально они вот таких же размеров в жизни, как вот я сейчас сижу, представь, такая собачка к тебе подбежит, то ты штаны наложишь, если она Конечно. недобрая, да. Было время, когда они чуть не вымерли, когда в конце 19 века запретили коров по дорогам гонять, и собаки стали не нужны. Единственное, кто их спас, это полиция. Полиция начала использовать ротвейлеров в своих целях как полицейских собак. Смотри, значит, вес от 40 до 50 килограмм, размер 56-68 Сантиметров. сантиметров, Lebenswartung от 8 до 10 лет Жизни, да. жизни, да, вот написано. Мы уже практически пришли к этой башне, которая называется Тесттурм. Здесь испытывают лифты на скорость. Была она построена для этого, но в нее можно зайти и подняться на самую вершину и посмотреть оттуда со смотровой площадки на окрестности вокруг. Единственное расстройство, сейчас Google нам сказал, что сегодня, скорее всего, эта башня закрыта. Вот это облом. И я читал у них на сайте, когда готовился к поездке, что она работает каждый день. То есть они нас обманули, по сути дела, получается, если она закрыта. Но мы еще не дошли, сейчас посмотрим. Если мы не сможем подняться на эту башню, то поищем тогда для вас какие-нибудь кадры из интернета, может быть, кто-то снимал, покажем, каково там. Так. Вращающаяся дверь явно не хочет вращаться, не реагирует на меня. Entschuldigung. Geschlossen, keine Zutritt. Geschlossen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Freitag. В пятницу будет работать. Друзья, поставьте нам лайк, пожалуйста. Мы столько сюда шли, так хотели забраться. Подняться на башню стоит 12,50 для взрослого и 8 евро для ребенка. Поэтому мы уже готовы были раскошелиться на 23 евро для того, чтобы посмотреть. Жалко.
эта башня, она находится за городом. Вот прям здесь город начинается, мы за пределами города, и здесь есть автобусная остановка. И написано, что в 16:12 должен быть автобус от Ротвайль-Банхоф. Это буквально через 2 минуты. Но мы не видим ни одного автобуса вокруг. Ну, кроме этих, конечно. А вдруг будет? Подождем. Я уже тут нашел такси Uber. Оказывается, в Германии есть Uber. Вот. Я задал ему задачу, он сказал, будет стоить 13 евро. Поездка на такси, только, говорит, будет длительное ожидание. Более длительное ожидание, чем такси по счетчику. Можно вызвать просто такси по счетчику, оно быстро приедет. Вот, смотрите. Говорит, высадка в 16:17. Доступные поездки каждый день. Наличными можно заплатить. Ничего себе. То есть такси есть, мы думали, что его нету. Такси Uber в Германии. Если автобус не придет, то мы будем вызывать такси. Что, наши друзья получили посылки? Ничего себе, как быстро. Мы отправили в пятницу, а сейчас вторник. То есть из Германии в Украину, в Ирпень дошло за, значит, суббота, воскресенье, понедельник и вторник, 4 дня. Так, получили посылку. Раскрытие посылки. Вскрытие. Аккумулятор. О, и отвлеченечная бандеролька. Во всех дырочках. Подожди, там еще. Ого, какие тапочки. О, самая дорогая вещь. Так, и что тут еще? Провод. Помощнее, чем. Но меня радует, что они дошли, получили их целыми. Вот сейчас. Смотри, носочки выкидывают. Ага. 2 минуты прошло, а автобуса нет. Вызывать такси, Лаль? Давайте, друзья, испытаем такси Uber. Как оно здесь? Доступные поездки. Выбрать Uber X. Подтвердить место посадки. Uber является исключительным транспортным посредником. Возникает договор перевозки. После нажатия «Подтвердить и заказать» мы перешлем вам запрос в компанию. О, Это вообще это усложнение какое-то. опять что-то сложное. Это если они не приедут, а мы уйдем, то они нам вышлют этот штраф. Может, ну его нафиг. Короче, здесь Uber напрямую не работает, работают какие-то посредники, а мы не хотим с ними связываться. В общем, все очень сложно. Все-таки мы решили просто пешком вернуться в город. Тут 2 километра. Идем сейчас мимо этого нового строящегося навесного моста. Вон башня видна, красивая. И мост должен в будущем соединять центр города с этим местом, где расположена башня. Вот так. Пока этого моста нету, люди ходят по дороге. Здесь есть велодорожка, есть дорожка для пешеходов, но нужно спускаться вниз через реку и только тогда подниматься назад. Поэтому они, видимо, решили сделать красивый мост, который будет идти через весь каньон. Это должно быть очень увлекательное путешествие в будущем, да? Лада замерзла, она уже со мной даже не разговаривает. Нету идеальных людей, совершенно правильных нет. Есть проблемы в каждой стране, в этом секрет. Не выходит безупречно жить, никто не идеален здесь. Знание о том, как должно быть, не дает вкусить того, что есть. Посмотри вокруг, не суди, и тогда все станет другим. Ничего от жизни не жди, кто любит, тот любил. Посмотри вокруг, не суди. Прошло всего лишь 2 часа, вы посмотрите, как поменялась погода. Мы снова возвращаемся в Ротвайль. Слышны, кстати, до сих пор барабаны всех этих фестивальных шествий карнавальных. Мы думали, он уже закончился, карнавал. Нет, они там ходят до сих пор. Но насколько
приятнее, когда нас встречают солнцем, этот город. Когда мы приехали сюда, вон на тот вокзал, вон там внизу вокзал, и шли, был такой снег, такой дождь, ну вы видели все. Гремело просто. Реально гремело, как весной, да, в мае бывает. Да, был гром. Мы даже перепугались. А теперь вот так приятно, так хорошо видно все. Чистое небо над нами, посмотрите. Чистое небо над головой. Я в шоке. Я думал, мы сегодня будем потопать в снегу целый день. Небольшой этот город совсем. Мы его, получается, обошли. Не со всех сторон, а с одной стороны это точно обошли. Фух. Долго поднимаемся наверх. Смотри, еще один памятник Ротвейлеру. Да. Надо сфотографироваться. Да. Мы и Ротвейлер, да? Morning light is on your window, painting shadows on the wall. I was waiting for a moment when I'd hear your silent call. Дети дорвались до кнутов, щелкал. Я сначала подумал, это петарды, нет? У нас сейчас самая любимая ваша рубрика, друзья, это штрафы в Германии. Поскольку мы сегодня рассказываем про собак в основном, то давайте я озвучу штрафы за нарушения, которые могут возникнуть при содержании собаки. И первое, что это за неуборку экскрементов за своей собачкой штраф от 10 евро. Тут я должен сказать, что штрафы в разных частях Германии могут быть разные, поэтому обобщаем немножко. От 10 до 150 евро штраф за неубранные какашки. Прогулка собачки без поводка. Если ваша собака зарегистрирована как такая, которая должна находиться всегда на поводке, то за прогулку без поводка вы можете получить от 30 до 50 евро штрафа. Если ваша собачка нарушает время спокойствия, то есть от 22 часов до 6 утра, например, она лает или скавчит, то вас тоже могут оштрафовать, но здесь уже нету какого-то установленного штрафа, это все будет зависеть от многих факторов, но могут наказать. За отсутствие регистрации собаки уже более внушительные штрафы, аж до 10 тысяч евро могут быть. Представьте, если вы приехали в Германию и решили не регистрировать свою собачку, а решили, да, пускай, никому просто не скажу, а какое им дело. Если выяснится, то до 10 тысяч евро это, ну, реально много. Да, представьте, если вы еще и просто приехали на джоб-центр, стали, чтобы получать пособие, ваше все пособие уйдет на штраф. И еще, если вы, например, плохо ухаживаете за животным, тут тоже все зависит от того, насколько плохо вы ухаживаете. Поэтому четких цифр нету. С котами все немножко более проще. Их, в общем-то, тоже надо регистрировать. Нужно, чтобы кот имел чип, прививки, все остальное. Но не нужно намордников на котов, да. Не нужно проходить экзамены и не нужно платить налог на содержание кота. В этом проще. Но если ваш кот гуляет на улице, то его нужно стерилизовать, потому что это может привести к неконтролируемому размножению котов, а они этого не хотят. Ну и еще есть даже правила по поводу хомячков и всяких тварюшек маленьких, которые живут дома, например, там даже птички, синички, которые признаны социальными животными, которые не могут жить в одиночестве. Каждый хозяин такого хомячка, он должен содержать их в паре. Обязательно должна быть пара, потому что одному животному будет очень грустно жить. И если пара умрет, то нужно купить ему снова другую пару. Те люди, которые сталкивались с этим, могут об этом написать. Ну, естественно, сейчас
люди будут говорить, да все в Германии не так, вы преувеличиваете, не так жестко. Мы уже на эту тему сказали, что в принципе, судя по бездомным или по попрошайкам на железнодорожных станциях, то, в общем-то, может быть и не все так строго. А с котами так тем более. Я лично знаю человека, который привез сюда кота, не регистрировал, и даже арендодатель не разрешал заселяться с котом, а он втихаря, короче, кота поселили, и он живет, и просто с дому носа не кажет, и нормально. В общем, тут в Германии все можно, только надо понимать, что если тебя поймают, то будет очень и очень дорого. грустно. Да. Посмотри вокруг, не суди, и тогда все станет другим. Ничего от жизни не жди, кто любит, тот любим. Сказали, что вы все-таки кушаете очень... Много. много, просто мы вас калорийной пищей кормим. Надо есть по чуть-чуть и меньше калорий в пище, чтобы было. Аби я двигалась, то куда те калории делись Не говорите, да. в один момент. Быстрее бы весна, гуляли побольше, может оно б как-то... Тем не менее, мы приготовили малокалорийный ужин именно по рецепту наших подписчиков. Скажите спасибо, они так переживали, чтобы вы ели нормально, чтобы не поправлялись. Я с удовольствием. Смотрите, это котлеты, там ни мяса, ничего нету. Это, знаете что, это с капустой. Капуста, морковка тут и овсянка. Вот. Рыбка, лосось. Это вкусная рыбка, это белок. Багато не насипаю. Ну, да, сказали, что по чуть-чуть. Хорошо, это булгура немножко. Що це? Болгур. Ты много Ну, насыпаешь. трошечки. Хватит. Хорошо, ладно. Я не могу голодом морить людину. И вот это сказали, в прошлый раз мы сделали с вами со сметаной, с майонезом, сказали, это столько калорий, в общем, раскритиковали, теперь это чисто йогурт, это просто греческий йогурт, посоветовали. Начнется тепло, начну ходить, куда эти калории едят. Я с вами согласна, вот смотрите, еще салатик. Тільки Немножко. поїм і полежу, поїм і полежу. Кстати, расскажу сейчас, сколько вот это калорий. Мы все высчитали. Смотрите, вот эта тарелка 255-300 калорий. А мені скільки надо? Это как раз легкий ужин, это нормально. На 100 грамм вот такой вот еды получается 120-140 калорий вот, на 100 грамм. А тут 200 грамм. Приятного аппетита. В общем, друзья, спасибо вам огромное. И пишите нам еще рецепты, мы будем готовить. Вкусно? Класс. На этом канале мы не показывали подробный рецепт. Мы то- все подробно расскажем на нашем канале «Вкусный момент». Заходите, подписывайтесь, будем с вами готовить. Пишите туда рецепты, пишите рекомендации, пишите понравилось, не понравилось, может что-то вам не нравится, может это, ну, мало ли, кто как готовит. В общем, мы будем очень рады вас там видеть. Будем рады вашим Слышать. отзывам. Так, Виталий, я пробую пробуй. котлетку сейчас. Друзья, вот она выглядит так, на мой взгляд, выглядит не очень презентабельно, не сказать так, чтобы прям видишь и сразу хочется съесть. Вкусная, Да. полезная. Но- Всегда так выглядит. Там специи, да?
Да. Неожиданно. Там чесночок, морковка, укропчик, капуста, оно все сочное должно быть. Мгм. Честно говоря, я ничего подобного не пробовал раньше. То есть вот такого типа блюда мне никогда не попадались. Это ты Благодаря нашим зрителям.